Всем привет! С вами Рита, и в этом видео у нас будет переделка своими руками. А главный виновник сегодняшней переделки – это старенький стул 30-летней давности. Мне уже не терпится начать эту переделку, и так давайте же скорее приступим к нашему сегодняшнему преображению. Он мне достался от бабушки с дедушкой, но за время эксплуатации достаточно неплохо сохранился. У него деревянный каркас, мягкая спинка и сидушка. Он прочный, очень эргономичный и даже нигде не шатается. Начинаю с того, что отправляюсь в строительный магазин, чтобы купить все необходимое для обновления нашего героя. Список нужных инструментов я составила заранее, чтобы управиться с покупками поскорее. Приступаю к разбору стула. Снимаю сперва мягкую спинку, отдираю обивку и наполнитель, чтобы посмотреть состояние дощечки внутри. Дело в том, что стул ранее уже ремонтировали, и оказалось, что спинка была прибита 3 толстыми гвоздями к боковой стойке. К сожалению, процесс изъятия гвоздей из спинки не попал на видео, но дело это оказалось не из легких. Дощечка спинки оказалась поврежденной из-за неаккуратного ремонта. Было утеряно одно из креплений, слои фанеры расслоились, и нам придется это как-то исправить. Для того, чтобы немного улучшить ситуацию, я решила проклеить разошедшиеся слои фанеры на спинке. Древесина сильно рассохлась, и вернуть ее в первоначальное положение не вышло. Но зато удалось частично заполнить трещины и склеить то, что можно было склеить, чтобы укрепить боковину. Ведь впоследствии на эту часть фанеры мне нужно будет вернуть крепление, для того, чтобы спинка плотно встала в пазы боковых стоек. Я использую двухкомпонентный клей Акфикс 705 с распылителем. Склеивание происходит за пару секунд. Также из-за гвоздей по деревянной стойке каркаса пошла трещина, которую я также аккуратно проклеила этим клеем и прижала струбцинами. Далее демонтирую сидушку. Она крепится на 4 шурупах, их я сохраняю. Кстати, сам деревянный каркас собран без помощи шурупов и винтов. Все детали вклеены друг в друга. Разбирать каркас нет никакой необходимости, так как он идеально прочный. Теперь необходимо очистить поверхность дерева от старого лака. Обязательно надеваю респиратор и перчатки, протираю стул влажной салфеткой, чтобы убрать загрязнение, и начинаю счищать наждачной бумагой старое покрытие. Я использую грубую наждачку с зерном 80 и 100. Вручную, конечно, это очень трудоемкий процесс, так как шлифмашинки у меня нет. Зачищаю все, что могу: неровности, темные пятна, остатки клея.
Тут видно, какие повреждения остались на боковине от гвоздей. К сожалению, удалить гвозди безболезненно не получилось, и остались глубокие повреждения с лицевой стороны. Завершала шлифовку я уже на следующий день. После того, как я очистила древесину от старого покрытия, необходимо зашпатлевать все неровности, сколы и повреждения. Для этого я использую шпаклевку по дереву коричневого оттенка, чтобы контрастный цвет не пробивался сквозь краску. При высыхании шпаклевка все же приобретает более светлый оттенок. Оставляю до полного высыхания и еще раз прохожу по поверхности наждачной бумагой, но уже с более мелким шлифовочным зерном 200-250 грит. Остатки пыли смахиваю щеткой и после этого прохожусь влажной тряпочкой. После того, как нас устраивает, как выглядит поверхность стула, необходимо его загрунтовать. У меня бесцветная грунтовка для дерева с защитным эффектом. Покрываю ею весь стул и дожидаюсь полного высыхания. И пока наш стул сохнет, я заколерую краску. Можно, конечно, купить понравившийся оттенок в магазине и сразу красить им, но я такой оттенок не нашла, поэтому буду колеровать сама. Я хочу получить темно-серый графитовый цвет с фиолетовым отливом. Для этого за основу я беру черную акриловую эмалевую краску и добавляю туда немного белой, чтобы получить более серый цвет. В отдельной емкости я смешиваю небольшое количество красного и синего цветов, чтобы получить желаемый фиолетовый. И уже фиолетовый цвет потихоньку вмешиваю в серый, пока не получу заветный оттенок. Краску я замешивала в обычной стеклянной банке с крышкой. И, наконец, долгожданный момент. Приступаю к окрашиванию стула. Лично мне очень нравится такой глубокий серо-фиолетовый цвет. Просто черный смотрелся бы банально. Крашу основную часть валиком, а там, где сложно подобраться, окрашиваю кистью. Краску я наносила в 2 слоя. Правда, рекомендуемое время ожидания для нанесения второго слоя у данной краски примерно 8-12 часов. Финишное покрытие у краски сатиновое. Даже в один слой она ложится почти без проплешин и не имеет запаха. В конце я все же решила покрыть стул матовым лаком, так как хотела добиться именно матового эффекта. Правда, с матовым лаком вышла у меня неувязка. Хоть на банке и написано, что он матовый, на деле он оказался скорее полуглянцевым, очень сильно блестел. И чтобы не покупать еще одну банку другого лака, я попробовала народный метод. Я добавила в лак немного талька, детская присыпка. Представляете, лак действительно утратил блеск и стал сатиновым.
И теперь мне осталось только обтянуть спинку и сидушку новой тканью. Я подобрала бархатистую ткань фиолетового оттенка. Заказывала я ее именно в магазине мебельных обивок, так как специализированная мебельная ткань должна прослужить дольше. Я сохранила старый чехол от спинки и по его размерам выкроила новый. Края сшила на швейной машине для аккуратности. Также вырезала по размерам спинки и сидушки поролон и синтепон. Укладываю все это на спинку и сидушку, сверху кладу обивку и закрепляю края мебельным степлером. Обивочную ткань предварительно я заколола булавками, для того, чтобы подгиб ткани выглядел аккуратно и край среза не лохматился бы. Хорошо натягиваю и расправляю ткань, чтобы все было красиво и ровно. Уголки закрепляю степлером в последнюю очередь. Лишнюю ткань и лишний поролон из уголков я немножко срезала для того, чтобы убрать пышность. Для того, чтобы вставить спинку в пазы на боковинах стульев, мне нужно восстановить одно ушко, чтобы спинка держалась. С одной стороны возвращаю на место родное пластиковое ушко, а с другой прикрепляю на гвоздики небольшую пластмассовую пластинку, подходящую по толщине и длине. Собираю все детали стула воедино, креплю их на саморезы и, наконец, мой обновленный стул готов. Как же классно он преобразился! Мне кажется, в темном цвете он шикарно смотрится. Я очень довольна. Этот красавчик получился даже лучше, чем я ожидала. Мне кажется, что старый стульчик оправдал все мои труды и ожидания. Я надеюсь, что вам понравилась эта переделка и что даже, возможно, вы также вдохновитесь на какую-то переделку старых вещей. Спасибо, что были со мной, и я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. А на сегодня это все. Всем пока-пока!